Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина у вас на пороге? Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, какая сейчас у вас ситуация? В вашей жизни произошел какой-то либо же разрыв, развод. Очень четко это по башне видно. Дом-работа, дом-работа. Очень какой-то активный период. Может быть, у кого-то много дел скопилось, да, вот много работы, много каких-то, может быть, проблем, суеты много. Вот знаете, денег, я не могу сказать, что у вас прям очень много денег. Вот сейчас может быть даже тот период, когда у кого-то может нехватка денег быть, у кого-то, может быть, вложения большие были, что ну, много денег вы потратили, ну, как бы много денег не бывает, да, но осталось совсем как-то уж немного у вас денежек. Либо же потратили, вложили, может быть, даже кому-то не доплатили деньги. Так. Женщину, которую вы любили, сейчас вы с ней, вот вы на ножах. Скорее всего, у вас, да, было расставание с ней, вы ушли, скорее всего, сами. Причем это решение далось вам очень и очень непросто, потому что уходить от любимой женщины, это вдвойне непросто. Женщина довольно такая холодная была, особенно последнее время к вам, агрессивная такая. Она могла цепляться к вам по поводу и без повода. Вы много чего терпели, много позволяли, да, вот. Но когда уже начали в открытую вытирать о вас ноги, да, обманывать, предавать и так далее, ну просто вы уже не выдержали, потому что, ну сколько можно терпеть, да. Так, давайте посмотрим, что же ждет дальше в вашей личной жизни. Так. Вот знаете, сейчас вы не верите уже ни в любовь не верите, ни в женщин не верите. Вот как-то настолько у вас в душе много разочарований, так много вы настрадались в своей жизни, что вы уже вроде бы и хотите, да, новой любви, новых отношений, но в то же время вот хочу, но не верю, да. И плюс, а где ее взять хорошую? Это вообще очень частый вопрос мужчин, где ее взять, да. Хорошие женщины уже разобраны. Вот такой у вас какое-то, знаете, вот момент, что вы даже побаиваетесь в чем-то женщин, ну, вернее, новых отношений, потому что вы боитесь новой боли. Вы боитесь, чтобы вас снова не предали, снова не разбили вам сердце. Поэтому такая вот двоякая ситуация у вас проигрывается. На самом деле вы-то ведь сильный мужчина. Вы можете и зарабатывать. Вы даже, знаете, я бы сказала, что очень семейный. Причем даже вот некоторые из вас, да, вы даже не побрезгуете, вот если бы встретилась хорошая женщина с ребенком, то вы бы согласились, да, потому что далеко не все мужчины соглашаются брать женщину с ребенком. Но вам ребенок не помеха был бы, да, потому что, ну вот как-то вот домашний вы такой. Вам хочется тоже хорошую домашнюю, добрую такую женщину. Вас вообще по жизни, я смотрю, много то ли обманывали, предавали как-то. Это могли быть и друзья-приятели, и вообще там, я не знаю, родственники по работе, где угодно. Но ваше окружение, вы могли даже это не знать, да, вот что кто-то вас обманывает. Вот вы настолько вроде бы и сильный мужчина, но какой-то вы, ну то ли доверчивый чересчур, добряк, да, вот при желании, если захотеть, из вас можно веревки вить. Несмотря на то, что вот вы вроде бы сильный, да, вот мужчина. Что ваша бывшая женщина очень успешно и делала. Так. Вы много чего умеете, много чего знаете.
У кого-то проигрывается, что даже, может быть, вы владеете несколькими профессиями. Вот от женщин какой-то период вы как бы, ну, отбивались, что ли, вот сказать, ну, в переносном смысле, да. Вот вы так держали их в стороне, да, даже если кто-то вам симпатизировал, как-то вы так не готовы еще были заводить новые отношения, потому что вам было очень больно. Вам ваша прошлая женщина очень сильную боль причинила. Поэтому, когда в вашей жизни появится совершенно новая женщина, вот посмотрите, да, вы совершенно вот даже сейчас еще не все готовы к новым отношениям, потому что у вас еще в душе все болит. Вот вам, знаете, вам нужна серьезная женщина, сильная по духу, которая вот возьмет вас в руки, да, вот и взбодрит просто. Вот взбодрит. У вас грядет, посмотрите, вот новый этап жизненный, новые отношения, серьезные отношения с женщиной, которую вы еще не знаете. Женщина очень добрая, такая вот надежная, да, вот, может быть, водного знака зодиака. Женщина, которая именно вот с любовью к вам, с добром будет, да, вот, которая вот и именно, вот знаете, вот искренняя, очень верная такая, хорошая и надежная, и как друг она будет, да, и как любовница. Такие женщины очень такие, знаете, очень большая редкость сейчас в наше время, потому что искренних и добрых людей сейчас просто днем с огнем не сыщешь. Она вот именно, знаете, вот своими чувствами, эмоциями, вот как-то своей искренностью, что ли, возьмет вас. Вот вы почувствуете, что у нее нет фальши, что вот она настоящая, что она такая, вы знаете, с ней можно просто расслабиться. Потому что, ну, я думаю, каждый мужчина прекрасно понимает, что с одной женщиной мы можем расслабиться, да, а с другой женщиной нужно как-то все равно держать марку, да, там вот я мужчина, я сильный, нельзя расслабляться, а то еще не то подумает. С этой женщиной вот вы можете быть самим собой. Вот таким, какой вы есть, да, вы захотели там, пошутили, пошалили, ну, я не знаю, все что угодно сделали. Вот именно с ней можно быть таким вот, какой вы в душе, какой вы настоящий. Не нужно одевать никакие маски, потому что у нас в жизни очень часто люди одевают маски с оглядкой, а что подумают, да, а что вокруг подумают там люди, а что женщина подумает, либо что мужчина подумает, да. А вот мы настоящие бывает очень и очень редко и далеко не со всеми, я думаю, вы с этим согласитесь. Свое настоящее лицо мало кто покажет, да, и не всякому мы покажем. Мы даже дома бывает не совсем такие, какие мы бываем на самом деле. Да, кубковый у нас король, королева выпали. Вот настолько, видите, у нас карта которая означает ностальгию детства, вот радость такую, да, вот шестерка кубков. Она кого-то, может быть, вам даже напомнит из прошлого, из детства эта женщина. Может быть, она на маму вашу похожа, либо на вашу первую любовь, либо еще на кого-то, да, вот женщина, с которой можно вот то, что я говорила, да, вот дурачиться, вот просто, ну, как я не знаю, как двое детей просто, да, человек, с которым можно и в радости, и в горе. Вот из таких это женщина. Настолько, вот знаете, теплый, приятный расклад. Вот даже вот как-то энергетика идет. Вот знаете, эта женщина будет вам вот как награда. Вот награда за то, что вас предавали, за то, что вы были какой-то период один, да, вот за ваше отшельничество, одиночество, вот за все ваши страдания, переживания, за то, что вы натерпелись, вот сама судьба вам посылает такую женщину, потому что, ну, всем нам воздается, да, как это верят, не верят в это все. Но
Ну, действительно, знаете, я вот смотрю и по другим людям, и в моей жизни. В общем-то, то, что мы отдаем, то мы и получаем. И бумеранг тоже никто ведь не отменял. Поэтому, вот знаете, за все наши какие-то страдания, у каждого это свои страдания, переживания, но все равно рано или поздно Вселенная нам посылает вот какой-то вот маленький пусть кусочек счастья, да. У каждого это будет свое счастье, потому что каждому для счастья нужно разные вещи. Кому-то любовь нужна, кому-то деньги нужны для счастья, кому-то машина или еще что-то. Да, это очень такое объемное понятие счастья. У каждого оно свое. Кстати, напишите в комментариях, что для вас значит счастье. Вот. Поэтому и вам вот свыше пошлют эту женщину, которая подарит именно вам то счастье, которого у вас давно не было, которое вам не хватало. Вот те отношения, которые вы хотели, которые важны вам, которые нужны вам и которые вы действительно заслужили, да, потому что если одна женщина не оценила вашу любовь, заботу, внимание, то обязательно в вашей жизни появится человек, который оценит и вашу любовь, и ваши старания, да, и рядом с которой вы просто почувствуете себя нужным и очень счастливым. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!